Мока может стать лучшей игрой в мире, и я не шучу. Сегодня мы разберем подкаст разработчиков и узнаем, так ли это на самом деле. В самом начале они рассказали о ключевых изменениях, как переход от глав к сезонам, ротации контента и замена билдов на систему классов. Прогрессия в силе будет полностью убрана, но весь косметический прогресс останется на аккаунте. Плюс, к сожалению, в этом году не будет крупных обновлений, так как вся команда работает над новой версией Мока. Сообщество отреагировало на новости неоднозначно. Одни рады изменениям, другие боятся потерять то, что им нравится. Но разработчики подчеркивают, фундамент игры, как охота на монстров и социальные взаимодействия, останутся. Именно за это игроки любят Мока. Также разработчики заметили, что многие игроки играют по несколько часов подряд, но несмотря на хорошие показатели, большинство новичков бросают игру через 2-3 недели, а те, кто остается, любят игру, но им банально не хватает контента. Вторая глава, к сожалению, не оправдала ожиданий, контент слишком быстро заканчивался. Изначально разработчики планировали выпускать главы каждые 2 месяца, но поняли, что это ничего не изменит. Недостаточно игроков, которые доходили бы до конца контента, а значит система глав не работает. Привлечение большого количества новых игроков тоже не решило бы проблему удержания. Многие топовые игроки все равно сталкивались с ботами, что ограничивало прогресс. В итоге команда провела глубокие исследования, игровые тесты, статистику, опросы и поняла, что текущая система требует не маленьких правок, а полноценного переосмысления. Именно поэтому все силы направлены на создание Мока 2.0. Они считают, что долгосрочный результат важнее мелких обновлений, и маленькая команда просто не может одновременно делать главу 3 и полностью новую версию игры. Многих также беспокоит потеря погружения. На это разработчики ответили, что они будут тестировать количество контента и по необходимости скорректируют его. В ротации событий планируется минимум 3 или 4 мира и 1-2 разлома, где также будут сложности. Новая система позволит создавать разнообразные и частые события, что сделает игру намного разнообразнее. Больше внимания уделяется инструментам быстрого создания контента. Разработчики хотят чаще экспериментировать, быстрее реагировать на отзывы сообщества и давать игрокам новый контент одновременно. Это и сюжет, и сезонные активности, и еженедельные события. Плюс будут общественные ивенты с огромными монстрами. Многие переживают, что в новой системе можно пропустить что-то важное, но разработчики заверяют, что не все будет меняться каждый день. Какие-то активности останутся ежедневными, какие-то сезонными, а контент, требующий много времени, будет доступен дольше. Создатели контента будут иметь ранний доступ, чтобы заранее информировать игроков о грядущих событиях. Самая спорная новость — это удаление сборок. В текущей системе миллионы комбинаций, из-за чего игра плохо балансируется. Новые классы будут разделены по уровню сложности. Одни простые, а другие требуют большего мастерства. Каждый класс будет полезен в определенных ситуациях, например, против маленьких монстров, и игроки смогут менять класс под любые задачи. Для разблокировки классов понадобятся классовые жетоны. Вы будете получать их за охоту. При этом игру не превращают в донат. Классы нельзя будет купить за реальные деньги. Каждый сезон будут выходить 2 новых класса, но жетоны будут ограничены, поэтому игрокам придется выбирать, какой класс выбрать следующим. Прокачка класса будет давать и косметические награды. В конце пути будет золотой шейдер на оружие, который работает с любым скином, что проявит ваше мастерство на этом оружии. Игра продолжит поощрять игроков, которые играют долго, но при этом не будут наказывать тех, кто заходит редко. Новая модель будет учитывать оба типа игроков. Визуальная прогрессия, как значки и оформление профиля, заменит силу аккаунта. Это сделает таблицы лидеров более честными, а саму игру ближе к киберспорту. Сейчас же недостаточная сила мешает проходить разломы, а слишком высокая наоборот делает их скучными. Разработчики собираются больше делиться лором вне игры, и история будет более живой. Они также подчеркивают, что Мока это не MMORPG. Они хотят сделать уникальный жанр, а не копию других игр, но игра должна быть интересна как и фанатам ММО, так и обычным игрокам. Также они рассматривают гачи-системы косметики с бесплатными выпадениями из монстров, чтобы игрокам было интереснее охотиться. Еще они поделились интересным фактом. Изначально Мока задумывалась как PvE-версия Brawl Stars, но со временем игра выросла в совершенно новый проект. Разработчики прислушиваются к игрокам, но при этом сохраняют свое видение. В ноябре разработчики снова запишут подкаст, где пригласят создателей контента, которые смогут протестировать новую версию игры. И главный вопрос: будет ли игра закрыта? На что они отвечают категорически нет. Игра еще в активной разработке, а маленькая база игроков позволяет им быстрее проводить большие изменения, а маленькая команда дает гибкость, где каждый участник вносит вклад, что позволяет быстро согласовывать изменения. Еще они сообщили, что элитные модули исчезнут, так как они несовместимы с новой системой, но титулы и косметика останутся. Про прицеливание разработчики тоже ответили, его не будет, чтобы сохранить игру немного казуальной и чтобы была возможность в будущем добавить поддержку геймпадов и других платформ, но вы по-прежнему сможете проявлять навыки другими способами. Новая же версия игры и будущее обновление сделает это только лучше. Вот такие вот новости, ребят. Постарался максимально понятно рассказать все, что было в подкасте. Если информация была полезной, поставьте лайк, подпишитесь. Это мотивирует меня выпускать ролики каждую неделю. Новые видео планируются выходить примерно каждый вторник и субботу в 17:00. Так что увидимся на следующей неделе. Всем пока!